Добрый день, дорогие друзья! Это уже вторая часть видео о красном плоском лишае. Первая часть была о причинах возникновения красного плоского лишая. В этой же части мы перейдем непосредственно к выполнению самих упражнений. И я хочу вам напомнить, что только с помощью этих упражнений, без каких-либо диет, без лекарств, без врачей, я на первом этапе полностью избавилась от всех проявлений красного плоского лишая. Сейчас же у меня, конечно, уже есть и другие методы и способы, но, скорее всего, они подойдут не всем. Тут уже нужно смотреть на самого человека, его фигуру и то, какими заболеваниями он болеет. Итак, эти упражнения делала один раз в день вечером. Можно и 2 раза делать. Но я вечером делала так, как эти упражнения еще избавляют от бессонницы. Итак, первое упражнение. Вы стоите ровно, руки по швам, смотрите перед собой и начинаете глубоко дышать грудью. Как можно глубже, 25-50 раз. Как можно глубже вдох делаете. Живот у вас подтянут, не расширяется. Расширяется только верхняя часть живота на уровне ребер. Плечи при каждом вдохе не поднимаются. Вот так вот. Второе упражнение. Поднимаете голову, смотрите вверх, точно так же дышите. Третье упражнение. Голова ровно, взгляд в пол, где-то 1,50 м от себя. Взгляд направлен вниз. Третье упражнение. Тоже голова вверх, но смотрите не вверх, а за себя. Последнее упражнение из этой серии. Опускаете голову вниз и тоже дышите точно так же. Следующее упражнение направлено на растяжение мышц шеи. Дело в том, что мышцы в шее – это вспомогательные мышцы вдоха. Если у вас проблемы с грудной клеткой, то они, скорее всего, перенапрягаются. И поэтому мы растягиваем мышцы шеи. И кроме того, это упражнение еще избавляет от конъюнктивита и рези в глазах. То есть мы стоим ровно, поднимаем голову вверх, смотрим за собой, бровки домиком у нас, и глаза сведены. И смотрим, не моргая, минуту-две где-то вы стоите, пока у вас не начнутся рези в глазах, пока не заслезятся глаза. Вот так минуту-две, дышите ровно, не сильно дышите, обычно. Следующая серия упражнений кумбхаки. Кумбхаки направлены на расширение грудной клетки. Вы уже надышали какое-то количество энергии, вам нужно сохранить грудную клетку как можно шире, в состоянии как можно шире. Итак, первое упражнение. Вдох с сопротивлением, губы трубочкой, вдох с сопротивлением, расширяем щеки. Вдох. Вот так вот. Сейчас я вам покажу само упражнение, потом объясню, как я его делаю. Вдох. Итак, вы вдохнули, задержали дыхание, зажали мышцы тазового дна, мышцы живота и мышцы шеи и стоите, не дышите. При этом стараетесь весь воздух как бы выдавить в грудную клетку. Стоите сколько можете, сколько вам позволяет ваше здоровье и ваши возможности. Когда вы выходите из этого упражнения, это очень важно, вы расслабляете сначала живот, потом выдыхаете и только потом расслабляете мышцы шеи. Только в такой последовательности. Это упражнение вы делаете 3 раза. Следующее упражнение похоже на это, но немножечко другое. Большие пальцы в уши, указательные на глаза, средние на нос, безымянные над губой и мизинец на губу. Точно так же вдыхаете с сопротивлением и раздуваете щеки.
Обратите внимание, как я выхожу. Расслабляю, выдыхаю, расслабляю мышцы шеи. Итак, вот это все упражнения. Только с помощью этих упражнений я полностью избавилась от всех проявлений красного плоского лишая. Спасибо, что посмотрели это видео. Дышите и будьте здоровы, выздоравливайте.